Всем привет, вы на канале PsyLife, и сегодня мы поговорим на тему, какую профессию лучше выбрать сангвинику. Про самого сангвиника, кто он такой, как себя ведет в целом и что в нем особенного, у нас на канале есть отдельное видео. Вы можете перейти на него, нажав по подсказке. Ну а в этом видео мы разберемся, какие же профессии лучше выбрать именно сангвинику. Итак, сангвиник – человек энергичный, но независимо от работы, за которую он берется, в основном все зависит от его личного отношения к той или иной деятельности. Первостепенно, что звучит в голове сангвиника, это хорошее человеческое отношение на работе к нему самому и его коллегам. Сангвинику подходит профессия менеджер-ашер. Это отличный вариант для общительного человека. Здесь он сможет реализовать свои умения в коммуникации и, конечно же, внедрить свое поверхностное изучение информации. На предварительном общении в профессии менеджера-ашер не нужно изучать человека от А и до Я, определять все преимущества и недостатки работника. Достаточно лишь задать сопутствующие вопросы по работе и разъяснить первостепенную информацию о том, чем нужно будет заниматься на той или иной должности. Его энергичности хватит на 20, а то и 30 соискателей в день. Он легко справляется с большим объемом информации и поэтому станет отличным работником в этой сфере. Вторая профессия, которая подходит сангвинику, это оператор сотовой связи. Общение по регламенту – это то, что может реально с легкостью выполнять сангвиник. Да, и эту профессию, казалось бы, сидя на попе энергичной личности, сложно было бы освоить, но сангвинику и она подвластна. Стоит только захотеть. Ему на такой работе будет достаточно комфортно и все понятно. Стрессоустойчивости ему не занимать, у сангвиника отлично получится сглаживать острые углы недовольных клиентов. А хорошо развитая визуальная память сработает дополнительной фишечкой в работе оператора. С ее помощью он сможет работать в 10 раз эффективнее, а там и лучшим работником стать недолго. Еще одна профессия – это адвокат. Сангвиник имеет высокую работоспособность и умеет сосредоточиться на одном важном деле, если от него это требуется. Он может перешерстить море литературы и найти ту самую лазейку, которая не была видна всем и вся. Сангвиник легко адаптируется к новой информации и достаточно быстро переключается с одного действия на другое. Это ему помогает в принятии быстрых решений. А его расчетливость поможет в адвокатской деятельности, потому что он сможет в нужный момент выдать информацию. Да так, что ни у кого и не останется вопроса. И еще немаловажный фактор – это умение побороть негативное отношение к другим людям немедленно, здесь и сейчас. В профессии психолога сангвиник сможет реализовать свою способность к лояльному общению и сопереживанию. Что немаловажно, сангвиник сможет выслушать клиента внимательно, проанализировать все данные и непоспешно выдать информацию, при этом не затянуть с результатами. А так как сангвиник постоянно обучается, ему нравится изучать что-то новое и пополнять свою существующую базу знаний новой информацией, то найти равных сангвинику будет практически невозможно. Работая психологом, он сможет проявить всего себя в полной мере. Причем он может работать как с одним клиентом, так и с целыми группами, а также может перебазироваться в категорию коуча. И последняя профессия – педагог. У сангвиника есть задатки к организаторским способностям и умению объединять людей в один целый механизм. Интересно, что он легко находит общий язык с людьми разных возрастов. В педагогической деятельности это очень важный аспект, потому как нужно воспитывать и обучать детей, так и работать сообща с родителями, которые зачастую приходят с разными запросами и настроениями. У сангвиника в данной профессии есть возможность проявить весь свой учебный потенциал. Ему очень нравится объяснять другим те вещи, которые он знает сам. А для педагога это действительно ценно. Тут же сможет объяснить родителям причины, почему их дети не хотят учиться, и в этом случае сангвиник будет чувствовать себя как рыба в воде. Ему не нужно будет выбирать сторону родителей или детей. Он сможет быть им помощником в достижении желаемых целей. Ну и что самое удивительное, как мы и говорили ранее, за какую бы профессию сангвиник не взялся, в любом случае, если она ему нравится, он станет успешным профессионалом своего дела. Он может выбрать и ювелирное дело, которое требует высокой сосредоточенности и усидчивости. Психологи утверждают, что этот тип темперамента, сангвиник, является универсальным работником из всех.
Поэтому сангвинику при выборе профессии важно, чтобы эта профессия была ему как бальзам на душу. А упорство и желание развиваться помогут ему свернуть любые горы. В следующем видео мы поговорим о флегматике и профессиях, которые ему больше всего подходят. Ну а с вами был канал PsyLife. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, а также пишите в комментариях, что вам понравилось из этого видео. На этом все. До скорой встречи. Пока-пока.